все-таки балдежное это место, этот аквапарк Блю 3. И кайфуете. Не, мне определенно нравится район Бангтао. Всем привет! Привет! Напоминаю, что вы на канале «Пора валить». И мы направляемся на очень необычный пляж. А чем он необычный, мы вам расскажем чуть позже. Emptied out my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the. Never see the end. Итак, мы подъехали на парковку этого необычного пляжа. Но нам нужно пересесть на тук-тук, потому что ехать где-то 500-700 метров. Всего 20 бат на человека платите. И вот они стоят, эти тук-тукеры. И спокойненько доезжаете до пляжа с ветерком. Здесь у основной парковки можно прикупить всякие фрукты, воду, напитки и так далее. Также все это то же самое можно купить прямо там же на пляже. Какие-то компоты продают. Есть что-нибудь, нет? Все, мы добрались до этого пляжа. Пойдемте посмотрим, девочки, что тут у нас. Нифига себе! Россия полетела! Ах, твою мать! Ребят, чтобы вы понимали, вот так взлетает авиакомпания «Россия». Авиакомпания «Россия», этим все сказано, ребятушки. Очень больно коже от того, что песок подул, как будто пилинг такой, просто такие мелкие осколочки. Обалдеть. Охренеть. Вот яркий пример, как спрос рождает предложение. Здесь вам готовят шашлыки, кукурузы, различные коктейли, алкогольные, безалкогольные, креветки, фрукты. В общем, все, что душа пожелает, все есть. В общем, смотрите. Голодными здесь точно не останетесь. Шикарно. Это такой местный холодильник. On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. Сам пляж Майкао очень длинный, где-то порядка 7 километров. И достаточно чистый и большой. Мы думали, что здесь будет очень много людей из-за посадки самолетов, но людей немного. Should be moving on. But you got me good. You got me good. I keep on driving till it then. Still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road tonight. Lost my head over my back between the jars and bottle jack. Just me and all the red lights. Keep on driving and driving. Еще на этом пляже Майкао такой же коммунизм, как у нас когда-то был в Советском Союзе. Любой может зайти с пляжа и искупаться в этом прекрасном бассейне при каком-то там отеле.
Вот-авеню – это новое сердце Бангтао с модными магазинами и ресторанами. Тут представлены практически все кухни мира. А еще это крупный торговый квартал. Ведь на площади 30 тысяч квадратных метров разместились десятки бутиков, а также супермаркет Вилла Маркет, в котором вы найдете много импортной еды и большой винный погреб. Также здесь есть шопинг-молл Контейнер Молл, созданный из разноцветных морских контейнеров. В общем, здесь стало совсем все по-европейски. Так, сейчас мы прогуляемся по торговой улице Вот-авеню. Это такая торговая улочка с кучей разных магазинов, но, как правило, европейского уровня и цены соответствующие. Заглянем на ночной пятничный рынок. Собственно говоря, мы уже на него и заглянули. Вот он. У них морепродукты, как у нас макароны с хлебом. Значит, я решил взять спагетти сифуд. На наши деньги это будет 120 рублей, друзья. Плюс еще овощи добавляют. Ну и сами спагетти. Красота! Говорят, сюда съезжаются все европейские нищеброды. Со всего пакета. Ну а как же без Drinking Station, ребят? Никак. Абсолютно никак. Поймите, просто никак. Ир, твой коктейль готов? Супер! Не, мне определенно нравится район Бангтао. Мы находимся в аквапарке Blue 3. Это новый аквапарк, абсолютно новый, ему где-то, дай бог, год. Здесь на острове есть еще один аквапарк, но он уже достаточно старенький. Вот, здесь что у нас? Здесь у нас большущий бассейн. Горок не так много, но они интересные достаточно. Есть такие экстремальные совсем, прыжки в воду, несколько ресторанов и большая детская зона. Тут можно покататься на вот таких вот досочках, на таких кругах. Ну, такой больше релакс. Для тех, кто устал от моря. I picture you make them just be alone, alone. All those nights Какие-то высокие китаянцы пошли. like we survived, feeling it shine under your spotlight. Like we survived under your spotlight. Все-таки балдежное это место, этот аквапарк Blue 3. Обязательно сюда сгоняйте, если будет один свободный день. Да, Ирочка? Тебе понравилось здесь? Да, он очень классный. Мне больше всего понравилось, что немного народу. И лежаки свободные есть. И китайцев, простите, конечно. Вообще, я тут вычитал, что от китайцев был сделан этот аквапарк, но китайцев здесь процентов, дай бог, 10, не больше. Шикарно. We're
Ирина, можно вас на секунду? Ирина, расскажите, пожалуйста, Первому каналу, как ваши ощущения? Это было очень круто. Мне очень понравилось. Но это очень тяжело, правда, держать равновесие. Мы все болели за вас, всей страной, Я все. так устала. Я думаю, что вы займете самые первые места. Yes. Спасибо, спасибо за внимание, спасибо вам еще за это интервью, спасибо. Интересно сделанное. Бассейн заканчивается, то дорожка и песок. И все, здесь уже можно спокойненько под зонтиком загорать, отдыхать, расслабляться. Я считаю, что это самый лучший аквапарк, в котором я была, поскольку тут как минимум, как на пляже, песок сделан, как более это и для детей, и для взрослых. А как третий, скажем так, в ресторане еда вообще балдеж, просто бургеры, смузи, все очень вкусно. Ну и включая во все эти развлечения, как горки, рестораны и т.д. т.п., ходят еще пенные вечеринки. Здесь существуют различные активитис, ну, по времени, естественно. И мы случайно, так сказать, попали на одну из пенных вечеринок. Ты подходишь, и на тебя оно все, вот эта пена обливает лицо. Это просто супер, я считаю. Сейчас идем в очень необычный ресторан, где за 400 рублей на человека можно безлимитно брать любые морепродукты, мясные, рыбные и так далее, овощные. Но придется самим просто это пожарить. Сделают угольки. Так, вот у нас чан с углями. Значит, система такая. За 400 рублей вы набираете себе сколько хотите морепродуктов. Здесь конкретно вот это мясные. Разное мясо, курица и так далее, ветчина. Тут овощи всякие. Так, и вот здесь уже идет там морепродукты. Морепродукты различные, мидии. Все это безлимитно, сколько угодно вы можете подходить. И десерты. Такие необычные десерты. Непонятно, что это. И все, и вот все сидят, жарят и кушают сколько угодно. Эти морепродукты, рыба, мидии. Все это безлимитно набираете и сами жарите на своих столах. Очень интересно. 400 рублей за человека. Так, что мы делаем дальше? Мы берем этих морских гадов и запихиваем их на эту горячую сковородку. Этот чан. Еще раз повторяюсь, можно сделать это несколько раз. Сколько съедите? Сколько съедите, да. Их можно поварить, кстати, вот вода, можно их поварить. Ну, смотрите, какая у нас красота нарисовывается. Кто морепродукты, а кто доширак. Да, Милана? Набрали каких-то еще морепродуктов непонятных. Ира, ты как? Вот кто что, Милана доширак ест, и Ира зелень. Да ладно. У Ирины, смотрите. Друзья, вы понимаете, что за 400 рублей
Вы едите просто unlimited любые морепродукты. Это просто супер. Ну как ощущения, девочки, после этого ужина? Здорово, но очень жарко. Мы чуть не лопнули, если честно. Да, но единственный минус, что ты все время готовишь, что ты все время варишь, Есть не жаришь. успеваешь, все время приходится Да. готовить. Ну, это интерактив, я считаю, конечно. Не, место отличное, просто еще за такие деньги, если вы хотите поесть свежайших морепродуктов, рыбы, да и мясо. Морепродукты качественные, можно не бояться, что отравишься. Вот, да, только напитки платные. Ну, вот все стоит копейки Недорого, на самом да. деле, да. В общем, ссылочку в описании кинем. Иногда на Пхукете встречаются такие старые машинки, такси. Едем сейчас на Volvo 940. Я уже отвык от таких машин. Такие непривычные ручки. Но в них есть свой шарм. Выпускались машинки с 91 по 98 год. Ну, супер вообще качество. Молодцы. Машина на ходу в отличном состоянии. Hey, I don't get what this is about. You got my head spinning on my shoulder. Итак, мы переместились на самую северную часть пляжа Бангтао. Лайян-Бич. The lines as they blur. Вот прямо с этой точки здесь не очень комфортно. Сейчас мы переместимся немножко вот на юг, все-таки туда, за тот мыс. Я думаю, там поинтереснее. Кстати, здесь есть некий островок, по которому можно перейти пешочком сюда. И там тоже свои пляжики. Так, вот этот отель, называется Анантара Пхукет Резорт. Видите, у них прям бассейн на берегу моря практически. И здесь уже стоят свои лежаки. С таким кайфовым видом. On an endless road, I'm levitating now. In one of those lucid dreams. In one of those lucid dreams. Oh yeah. Wait. Но здесь очень мелко, можно тут на 300 метров уйти вперед. И вода по пояс. То есть, вот смотрите, я стою в воде, 100 метров от берега, вода по пояс. Но идеальное место для интровертов, да, если вы хотите уединиться, не любите толпу и так далее, то здесь самое то. Но если вы живете в этом отеле, это вообще идеальный вариант, потому что у них бассейн прямо на берегу моря, стоят такие лежаки красивые с мягкими матрасами, да, вот лежаки, вот море. Посторонних здесь не ходят, здесь никого нету, то есть очень красивая территория. Понятно, что это такой дорогой люксовый отель, да, но те, кто могут себе позволить, это идеальное место. Но в море тогда как бы без моря, потому что в море не очень комфортно из-за того, что мелко. Но мы свой выбор сделали, нам очень понравился пляж по центру Бангтао, Лагуна Бич, возле ресторана Тони, который недавно вам показывал обзорчик. Как бы с другой стороны озера еще несколько комплексов лагуны. Это все разные обставленные отели, но всех объединяет одно название — Лагуна. On an endless road, I'm levitating now. И кайфуете. Слушайте, на них классно спать, наверное. То есть вот бассейн, вот море.
Мы снова приехали в полюбившийся нам уже пляж у ресторана Тони. Это в центральной части Бангтао. Я считаю, что это самый хороший пляж, потому что здесь действительно немного людей, это раз. Во-вторых, можно взять лежаки. В-третьих, можно вкусно покушать. И он чистый, ухоженный и прямо баунти. Пляж кайфовый. В Бангтао, в частности, больше всего мы заметили, что когда вы плаваете, вас кто-то как будто покусывает, как уже принято шутить, клопы какие-то или блохи. Так вот, это такие маленькие млекопитающие морские под названием сальпы. Они... Разновидность планктона. Да, разновидность планктона, но они не опасны. То есть, может у кого-то вызвать, да, аллергическую какую-то реакцию, но не более того. Помните фильм «Жизнь Пи», когда мальчик был на лодке и кит выпрыгнул из моря, и океан засветился. Мальчик провел рукой по воде, все это смешалось красиво. И свет растворился в морской глади. Короче, это сальпы, они не опасны. Но неприятно, да, неприятно, конечно. Ну, смотрите, вот этот ресторан Тони прямо на берегу моря. Посмотри, как лучи красиво сейчас. А вот смотрите, как лучи красиво. Emptied out my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and almost still can't fill the void. Вот приехали насладиться закатом вечерним, а тут, посмотрите, затянуло тучами все. Поставьте лайк, чтобы у нас тучи разошлись. Подпишитесь на канал, чтобы погода стала еще больше сиять. И поставьте колокольчик, чтобы она закрепилась навсегда. What do we do to love? 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 When everything's said and done. Ресторан называется Green Leaf. Он находится на самом берегу моря. Здесь очень-очень много столиков и всегда есть места, можно не бронировать. Мы даже в Новый год умудрились попасть сюда случайно. Очень большое меню, большой выбор морепродуктов и, в принципе, мясо, курица. Но нам полюбилось одно блюдо, называется оно seafood curry. Оно в меру острое, очень много морепродуктов и овощей. Очень рекомендую. И что самое приятное, прямо на берегу моря, смотрите, друзья. Уезжаем. Тут пахнет цветами. А должно пахнуть-то обезьянами. Вы на горе обезьян, ребята. Так нас ведут к номеру, где жил Ди Каприо.